Привет, друзья! Я юрист Валерий Табаков. И сегодняшнее мое видео опять по вчерашнему судебному заседанию по делу Ирины Фарион, которое состоялось 5 марта 2026 года в Шевченковском районном суде города Львов. Вчера я публиковал свое видео, но оно касалось только лишь того, что там сказал Зинченко в своем стендапе. То есть, как он убеждал суд, что он приобретает в СИЗО навыки, которыми обладают уголовники, то есть навыки подделки денег, навыки изготовления взрывчатки, навыки хранения оружия, ну и другие. Вот. И вы можете посмотреть это мое видео, оно тоже достаточно интересно. То, что мы видели, это своеобразный стендап или выступление Зинченко в комической такой роли, в амплуа, да, комика в судебном заседании. Смотрите вот то мое видео. А сегодняшнее мое видео о том, что же еще произошло в этом судебном заседании 5 марта 2026 года, друзья. А там, кроме того, что Зинченко просил заменить меру пресечения с ареста и пребывания в СИЗО на домашний арест, значит, там еще суд рассмотрел ходатайства, которые были заявлены Зинченко. Вот я в вчерашнем своем видео это не освещал, но оказывается, это тоже очень важный момент. Я хотел бы обратить ваше внимание именно на вот эти ходатайства, которые заявлял Зинченко вчера. Что же там произошло по поводу вот этих ходатайств? Ну, то, что ему отказали в изменении меры пресечения, это мы знаем, и что и как и почему это я разъяснил достаточно жестко во вчерашнем своем видео. А вот сейчас мы остановимся на вот тех ходатайствах, которые заявлял вчера Зинченко. Итак, друзья, первое ходатайство, которое он заявил, это допрос свидетеля, который видел человека в панамке и очках на улице Масарика 3 в районе места убийства. Это критично. Значит, он может описать вот человека в панамке и очках и сказать, похож ли он в какой-то мере или полностью похож на Зинченко или не похож на Зинченко. Это вот первое ходатайство, его рассматривал суд. Кроме этого ходатайства, Зинченко еще ряд ходатайств заявил, а именно, следующее ходатайство – это допрос двух специалистов, которых Зинченко требовал вызвать в судебное заседание для того, чтобы уточнить диаметр отверстия в черепе Фарион, и чтобы сравнить вот этот диаметр отверстия с диаметром пули 9 мм, о которой говорят прокуроры, то есть сторона обвинения. Вот. И неизвестно, вот какое входное отверстие в черепе Фарион на самом деле. Ни в протоколах там ничего этого, осмотра, да, трупа, вскрытия, вот такой информации не содержится, поэтому Зинченко заявил, значит, вызов вот этих вот двух специалистов, которые делали вскрытие и осмотр трупа. Далее, Зинченко также хотел вызвать вот этих вот специалистов, но это врачи, да, которые делали заключение о том, есть ли на теле пострадавшей, то есть на трупе Фарион, пороховые газы, копоть, ожоги, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть дистанцию
которой был произведен выстрел в упор или несколько метров. То есть мы знаем, что сторона обвинения утверждает, что выстрел был произведен с расстояния около 1,5 метров. То есть если чуть ближе было бы, то это значит в таком случае на теле жертвы должны были быть обнаружены остатки пороховых газов. Ну, насколько я помню, да, вот все эти документы, протокол вскрытия, значит, там пороховых, или не протокол вскрытия, а экспертиза посмертная, и там вот был задан вопрос эксперту о том, есть ли на теле жертвы пороховые газы. Ну, они въедаются в кожу и, значит, могут быть обнаружены. Их не смоешь. И ответ экспертиза дала, что таких следов нету. Может быть, Зинченко просто не полностью исследовал материалы дела, ему там только недавно дали полную версию, возможность с ней ознакомиться в СИЗО, ну, буквально вчера, да, до этого момента он не имел такой возможности, поэтому, может, он и упустил исследование вот этого момента, то есть, что газов, следов пороха на теле жертвы обнаружено не было. Это вот он такое еще ходатайство заявил вчера. Далее он хотел уточнить, ну, тоже у этих специалистов, которых он требовал вызвать, почему расходятся размеры металлического предмета, который был обнаружен в голове жертвы. То есть в одних экспертизах он там 3 на 4 миллиметра баллистической, а в других там видах экспертизы этот же фрагмент уже другой размер 2 на 3 миллиметра, поэтому он хотел уточнить у этих экспертов вот это расхождение. Ну и суд, значит, получил вот такие вот его ходатайства и решил их рассмотреть. Значит, ну, первое ходатайство о вызове свидетеля, который видел человека в панамке и очках, суд удовлетворил. Ну, он был давно заявлен, этот свидетель, просто он никак не мог появиться в судебном заседании в связи со своей службой в Вооруженных силах Украины. Вот суд удовлетворил это ходатайство по вызову свидетеля. А вот в ходатайстве о вызове специалистов суд отказал. Значит, почему? И что это значит для самого дела? Ну, во-первых, отказ суда – это классика, и причем очень жесткая и жестокая. Классика – это прямо пощечина или, как говорится, фейсом об тейбл суд повозил как самого Зинченко, так и его адвоката Игоря Сулиму, и также его родителей, ну, в частности, его мать. Почему? Дело в том, что во время исследования доказательств, то есть протоколов вскрытия, осмотра трупа, значит, в судебном заседании ни Зинченко, ни представители сторон, в частности, адвокаты, никто другой не заявил никаких замечаний ни по диаметру отверстия, ни по отсутствию копоти, там, пороховых газов на теле пострадавшей, и никаких замечаний по фиксации повреждений. То есть во время исследования этих протоколов, которые представляли стороной обвинения, никаких замечаний сторона защиты не заявила. Поэтому можно считать, что это все в тот момент сторону защиты и самого Зинченко это устраивало. Замечаний нет, и пошли дальше. То есть все зафиксировано
правильно, вся информация известна. Значит, было известно, что есть протокол, чего там нет в протоколе, или что там есть в протоколе. Ну, читайте, как говорится, протокол. Расхождение в размерах металлического предмета, который был найден в голове пострадавшей. Ну, это мелочь, как говорится, незначительное расхождение, ну, 3/4 там, или 2/3, это уже небольшая разница. Суд, во-первых, не обязан каждый раз назначать новые экспертизы только по желанию защиты. И следующее заседание, как мы знаем, 18 марта 2026 года, то есть буквально сегодня 6 марта, значит, через 12 дней оно состоится. И, может быть, в этом следующем заседании Игорь Сулима, адвокат, попытается или не попытается заявить вот те же самые ходатайства по тем же самым моментам и потребовать назначения повторных экспертиз. Хотя видно, что суд настроен категорично в этом вопросе. И, значит, суд, ну, таким образом он отказал Зинченко в удовлетворении ходатайств по вызову специалистов. И что это значит? Почему суд провалил эти ходатайства и кто в этом виноват? Виноват, как оказалось, сам Зинченко в провале его ходатайств. Виноват его любимый адвокат Игорь Сулима. И также мать Зинченко, которая без ума от этого любимого адвоката Зинченко Игоря Сулимы, который пел им песни, что все в порядке, мы там где-то на дебатах разобьем все доказательства стороны обвинения. Но не тут-то было. Это не случайность, отказ в удовлетворении ходатайств. Это прямой результат их, Зинченко, Сулимы и его матери Зинченко, их глупой, эгоистичной и разрушительной стратегии. Все, друзья, началось в 2025 году, то есть в прошлом году. В команде защиты тогда еще был адвокат Юрий Немировский с агрессивным и правильным стилем. Он подавал ходатайства и замечания прямо во время исследования материалов, протоколов, экспертиз, фото, видео, фиксировал каждую нестыковку по ходу исследования прямо на месте, по диаметру, по газам, по размерам фрагментов, по свидетелю в Панаме. Даже использовал анализ через искусственный интеллект, чат GPT, что вызвало некоторое недоумение в зале, но эта тактика была правильная. Бить по каждому пункту обвинения своевременно, чтобы потом суд не мог сказать, что замечаний вовремя не было заявлено. А что сделал Сулима? Сулима начал открыто тогда быковать на Немировского прямо в зале. Он требовал: не подавай ничего по ходу исследования, не зли судью, не затягивай процесс, отложи на прения или апелляцию. Обвинял Немировского в саботаже, формировал у Зинченко и у его матери недоверие к Немировскому, мол, Немировский только вредит, раздражает суд и ничего этим не добьется. Каков теперь результат? Результат плачевный. Сулима убедил Зинченко отказаться от Немировского, отодвинуть его на задний план. Зинченко послушал эту чушь Сулимы, выбрал спокойную тактику. Она была подтверждена матерью, которая оплачивает Сулиму и перестала оплачивать Немировского. А теперь мы, друзья, видим все последствия. И мать Зинченко сыграла ключевую,
токсичную роль. Она сильно влияла на сына. Именно она распоряжается деньгами, которые донатят на юридическую помощь Зинченко. И именно она перестала платить Немировскому, поддалась манипуляциям Сулимы и поддержала отказ Зинченко от Немировского. Вместо того, чтобы встать на профессиональную жесткую сторону обороны, которая могла развалить слабые места обвинения, отсутствие газов, расхождения, она выбрала не нервировать судью и не заявлять о плохих условиях содержания в СИЗО. Это не забота настоящая матери, это капитуляция и предательство интересов сына. Но Зинченко, кроме всего прочего, сам виноват по полной программе. Он позволил конфликту разгореться. Он не разобрался в тактике. Он не настоял на фиксации замечаний своевременно, по ходу исследования доказательств. Он поддался маме и Сулиме и подарил обвинению легкую победу на той стадии. И сейчас, без своевременных замечаний при исследовании доказательств, суд автоматически отказывает, мотивируя тем, что протокол не оспорен на месте. Значит, все верно. Ходатайства стали мертворожденными. В апелляции теперь будет в разы тяжелее доказать нарушение права на защиту. Это не ошибка, это, друзья, внутренний саботаж защиты изнутри. Сулима подарил преимущество прокурору, обвиняя коллегу вместо командной работы. А мать Зинченко слепо доверилась своему адвокату и надавила на сына. Зинченко не смог принять ответственность и выбрать правильную тактику борьбы. Если Зинченко еще хочет шансов, ему нужно срочно менять стратегию, возвращать Немировского или кого-то с похожим стилем, иначе с этой командой, с этим Сулимой, с этой мамой, с этой группой поддержки это прямой путь к пожизненному или 15 плюс годам без реальных шансов на успех. Друзья, это чистая юриспруденция, это результат пассивности и глупых внутренних разборок, которые привели к отказу в удовлетворении ходатайств Зинченко. Точка. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете об этом бардаке в голове Сулимы, Зинченко и мамы Зинченко. Вместе добьемся правды в этом деле. Ваш юрист Валерий Табаков. До новых встреч.